Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас в новом влоге. Начинаю его с начала недели. Вчера было воскресенье, мы всей семьей ездили в бассейн, в сауну, прекрасно провели время. Мы давно уже так не расслаблялись, не плавали, ну просто вышли как новорожденные. Потому что после долгого перерыва все-таки такие занятия приносят много сил, энергии и позитива. И ну, это не сказалось на погоде, которая нас встретила на этой неделе. Вчера было солнечно. Не скажу, что очень тепло, но нормально. Солнечная, неветреная погода, которая поднимает настроение. Вот это еще более усилило эффект после бассейна и сауны. А сегодня все вообще противоположно, потому что пасмурно, дождь и мини-ураган за окном. Все-таки зима и весна сейчас спорят о своем месте в нашем календаре, потому что зима не хочет уйти, весна хочет ее выгнать. И от этого нам не становится легче, потому что не хочет даже высовывать носа на улицу. Что же будет в сегодняшнем влоге? Я подсобирала для вас несколько вещей, которые я в последнее время делала по дому, и хотела бы с вами этим поделиться, так что идей будет несколько. Я очень не люблю, если ту вещь, которой можно еще подарить вторую жизнь, и из которой можно еще что-то сделать, ее выбрасывать, ходить в магазин, ну, тратить деньги попусту и захламлять свою квартиру вместо того, чтобы вместе с расхламлением подарить вторую жизнь этой вещи и сделать что-то нужное, чем ты будешь пользоваться. Поэтому обязательно досмотрите ролик до конца, и я надеюсь, что мои идеи вам также пригодятся или хотя бы они вас вдохновят на какие-то ваши новые идеи, с которыми вы также с нами сможете поделиться. Показываю погоду, чтобы вам было понятно, о чем я. Ветер уже вижу сейчас немножко поутих, но все равно. Утром было еще хуже. Ну, слышно, наверное, этот звук, я так надеюсь. Вот, уже начинается. Посмотрите. О. И не следа от вчерашнего хорошего настроения, имею в виду про погоду. Вот у меня остался обрезок от ковролина, и я думаю, я решила его не выбрасывать, но использовать. И он мне пригодится для того, чтобы заниматься гимнастикой. Этот ковролин такой толстый, мягенький очень. Вот он такой. Но он сыпется. Он сыпется. Сейчас покажу. Видите, он тут сыпется. И вот тут он будет у меня. Вот. Поэтому я решила его обточать. У нас раньше были такие пункты, куда можно было принести коврик или там, где покупал, и они обшивали. Но сейчас я такого не вижу. Это все куда-то поисчезало. И я не могу найти в этих салонах, где продают ковры, и вот ковролины, такого нету. Я когда-то заказывала такую услугу. И вот что я придумала. У меня была вот такая, как это называется, не знаю. Это не нитка, это такая, как бы сказать, из трикотажа, да, вот такая нитка, видите? Вот такое что-то. Я покупала, думала, что буду, ну, как сказать, таким толстым крючком коврики себе делать или что там такое. Мне попалось, я купила. И вот такой моток у меня есть. И теперь я подумала, раз это так раскладывается, вот так широко, я этим огибаю. Вот так. И шью. И шью вручную. И вот у меня уже вот так вот получается. Здесь тоже есть черные нотки. Вот. Сделаю весь, то вам покажу. Ничего сложного, просто огибаем с двух сторон. И вот я такой, не знаю, ли здесь видно, вот таким швом машинным вручную это
это делаю. Ну вот я уже закончила свой коврик. Посмотрите, какая работа. Вот он у меня еще один есть в разработке. Но вот так вот получилось. Я считаю, что очень классно. И с другой стороны вообще, из такого обрезка, который у меня остался, получилась вот такая дорожка. На ней можно и гимнастику делать, и вообще разные применения. Он теперь будет мне служить. Он мягкий. Вот. Так что ловите на заметку. Вот у меня еще второй кусок есть. Вот я в процессе, можно сказать. Видите, вот здесь оно все вот так вот. Из моих последних изобретений, не изобретений, а поделок, посмотрите, у меня были, остались от сына старые штаны, такие джинсовые, уже такие никуда. И я приспособила вот эти кармашки, которые остались. Я их вырезала с двух сторон, вот тут подшила. И у меня когда-то осталась вот такая, я ничего не выбрасываю, знаете, из этих вот штанин в джинсах. Мне надо было когда-то их укоротить, и я срезала вот эту вот штуку и подогнала штаны под это вот, подшила. А это осталось, и теперь я тоже подрезала и использовала вот сюда, для того, чтобы можно было эти штуки повесить. И теперь посмотрите, можно вставить сюда руку и взять что-то горячее с плиты с двух сторон. А можно вообще только так взять, такая хваталочка, и здесь повесить куда-то, если надо. И даже шить ничего не надо было, кроме как подметать вот здесь. Можно на машинке, я подметала вручную, здесь не видно. И посмотрите, какие классные хваталочки получились, даже с вышивкой. Друзья, когда вы пользуетесь кремом в тюбике, у меня сейчас это маленький крем под глаза, и есть и другие кремы побольше для рук, там для тела. Вот когда вы пользуетесь кремами в тюбике, когда уже не можете ничего из него выдавить, вы выбрасываете сразу. Я, например, делаю так. Я не выбрасываю, я разрезаю. И скажу вам, что там внутри еще столько много крема остается, вы себе не представляете. Вот этим маленьким кремом, который я разрезала, я еще пользовалась около недели. А пользуюсь я 2 раза в день, и утром, и вечером. Наношу под глаза такой вот крем. И продлила удовольствие на неделю. Это не какое-то там не скупердяйство, потому что некоторые могут сказать крохоборство. Нет. Почему? Зачем выбрасывать хороший продукт, если он там внутри еще есть? Я бы сказала, что это по-польски называется марнотравство. То есть это, ну я не знаю, по-русски не помню этого слова. Это что-то в смысле расточительства. Если там есть крем, и его можно оттуда добыть, и не пользоваться, он хороший. Скажите мне, зачем его выбрасывать? Вот попробуйте и увидите, что там еще остается очень-очень много хорошего продукта. Особенно, если ваш крем любимый или дорого стоит. Но это не дело, это не вопрос цены. Это вопрос, как мы относимся к тому, что мы используем. И я бы сказала, что это также в какой-то мере охрана окружающей среды. Потому что купите, тогда вы кремов меньше, и меньше пойдет вот этого всего. Останется меньше упаковок, меньше грязи, меньше земля будет также засоряться. Я такого мнения. Не знаю, как вы, пишите в комментариях. И напоследок покажу вам пирожки, которые я пекла вечером. 2 противня с пылу с жару, с яблочками. Это мои пирожки на бездрожжевом тесте. Рецепт у меня есть на канале, называется видео «Век живи, век учись». Кто хочет, обязательно попробуйте. У нас такие пирожки уже даже не купить. Очень вкусные и классные. Друзья мои, если видео вам понравилось, обязательно поддержите меня пальчиком вверх, подписывайтесь, заходите, комментируйте, пишите свои идеи, что вам удалось дома сделать полезного, интересного. Мне будет также очень, как сказать, очень интересно об этом узнать и также использовать ваш опыт. Поэтому не стесняйтесь, пишите об этом в комментариях. А я прощаюсь с вами, до новых встреч уже совсем скоро. Пока-пока.